Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем украшать наволочку для диванной подушечки. Это очень интересное, увлекательное занятие. Здесь можно проявить всю свою фантазию. У меня уже готовая наволочка. В этом видео мы ее с вами просто украсим. Свяжем такие маленькие салфетки, цветочки. Итак, мы будем украшать вот такую льняную наволочку. Она на молнии, очень удобно использовать на диванные подушечки. Так, размер такой наволочки у меня 47 сантиметров. Квадратная наволочка. Я уже связала несколько цветочков для примера. Но этого, конечно, маловато. Потом красиво распределим по лицевой стороне наволочки равномерно, тут, чтобы они красиво смотрелись. Сегодня мы с вами будем вязать вот такие цветочки для примера, рассмотрим. Я вяжу их из ниток Пехорка ажурная, это стопроцентный хлопок. Это Анна 16, тоже Пехорка из остаточков. Но сейчас новый еще моточек беленьких возьму. Выбрала такой цвет, потому что вяжу на заказ, делаю эту наволочку. Заказчик попросил именно в такой цветовой гамме сделать цветы и узоры. Сейчас на экране я прикреплю несколько фото таких работ различных наволочек. Но это делали, конечно, другие мастера. Я эти фотографии взяла из интернета. Можете для вдохновения посмотреть. Может быть, вам понравится какая-то цветовая палитра, цветовое решение, вы что-то подчеркнете для себя. Мы сейчас с вами свяжем вот такой цветочек, маленькую салфетку. Так, размер такого у меня получился цветка. Так, 11 сантиметров. Схему его вы видите сейчас на экране.
Вязать очень просто. В конце видео я прикреплю еще несколько схем небольших салфеток различных. Вы можете подобрать себе любую, которая вам понравится. Схемы состоят из 7, 8, 9 рядов. Цветочки не должны быть большими. Крючок я буду использовать 1,5 миллиметра. Свяжем с вами маленькие салфетки, потом пришьем их аккуратно. Я покажу, как я это буду делать. Ну, давайте приступим. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в колечко. И вяжем первый ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И в кольцо сразу обвязываем хвостик. Провязываем 19 столбиков с накидом. Итого у нас получится 20 столбиков. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся в конце ряда. Провязали 20 столбиков с накидом и делаем соединительную петлю в 3-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Хвостик мы уже спрятали, его можно отрезать. Мы его обвязали. Так. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это арка. Накид. Пропускаем столбик и в следующий провязываем столбик с накидом. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Арочка. Накид. Пропускаем столбик в следующий столбик с накидом. 4 воздушные. Пропускаем следующий столбик с накидом. Так вяжем по кругу. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 4 воздушных петель и делаем соединительный столбик. 1, 2, 3 в 3-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом. Второй ряд у нас готов. Нитку я отрежу. Следующий ряд буду вязать белым цветом. Кончик сейчас сразу вплету с изнаночной стороны в арку из 4 петель под воздушные петелечки вот сюда, чтобы сразу его обвязать в хвостик. Вот так. Теперь беру ниточку другого цвета, присоединяем к любой арке ближе к правому уголочку. И вяжем 3-й ряд. Хвостик сразу сейчас будем также обвязывать. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. И сюда же в эту арку провязываем еще 4 столбика с накидом. Итого получилось 5 столбиков. Все, хвостик мы обвязали, никуда он не денется. Переходим к следующей арке и в нее также провязываем 5 столбиков с накидом. И так вяжем по кругу. В
каждую арку провязываем по 5 столбиков с накидом. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно и встретимся. Провязали последние 5 столбиков с накидом в арку и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика в третью воздушную петлю подъема. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. 2 воздушные петли подъема, начальный столбик с накидом не до конца, накид. В следующий столбик провязываем столбик с накидом не до конца, накид. В следующий столбик накид, в четвертый столбик и в пятый столбик с накидом не до конца. 5 петель на крючке, закрываем. Провязали начальный сплит из 5 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные арка, 1, 2, 3, накид. И теперь в промежуток между группами, вот первая группа из 5 столбиков и следующая группа из 5, и в промежуток провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3 арочка. И теперь на следующих 5 столбиках также вяжем сплит из 5 столбиков с накидом. Первая ножка, накид, вторая ножка, накид, третья, средний столбик, четвертая ножка, накид и последняя, пятая ножка. 6 петель на крючке, закрываем. Провязали сплит из 5 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. И снова в промежуток между группами провязываем столбик с накидом. Далее арка из 3 воздушных петель. Все, продолжаем вязать по рисунку. Провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и делаем соединительный столбик в вершину начального сплита. Четвертый ряд у нас готов. Нитку я отрезаю. Следующий ряд буду вязать другим цветом. Возьму нитку серого цвета теперь. Так. И присоединяем к столбику с накида. Вяжем 5-й ряд. Хвостик сразу будем также обвязывать. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. И в арку провязываем 4 столбика с накидом. Провязали. Далее пропускаем сплит, переходим на следующую арку и в нее провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь столбик с накидом в столбик. И в следующую арку также провязываем 4 столбика с накидом. Сплит пропускаем. В следующую арку 4 столбика. Итак, вяжем по кругу и встречаемся в конце ряда. Провязали последние 4 столбика с накидом и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика с накидом. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. Воздушная петля подъема и в этот же столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида.
Далее 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, арка, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в следующий провязываем столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 столбика пропускаем, в следующий столбик без накида. Так, вяжем по кругу. Здесь у нас арки из 5 воздушных петель. Подошли к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку, и вместо нее мы делаем одну воздушную петлю и столбик с накидом в начальный столбик без накида. Формируем арку. Все, 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, в следующую арку. Так, вяжем по кругу. У нас здесь арки из 5 воздушных петель также, и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 5 воздушных петель и делаем соединительную петлю в начало ряда. Вот сюда, откуда у нас выходит цепочка из 5 воздушных петель начальная. Все, соединили. Ниточку я отрежу. Нам осталось связать один ряд, 8-й. Так, 7-й готов. Снова беру нитку красного цвета, присоединяем к любой арке. Так, 3 воздушные петли подъема, начальный столбик с накидом, накид, в эту арку провязываем еще 3 столбика с накидом. И теперь делаем пико. 3 воздушные петли и соединяем вершину последнего столбика с накидом. Вот такой пико. И в эту же арку, так, хвостик мы обвязываем, провязываем еще 4 столбика с накидом. Вот такой лепесточек. В следующую арку провязываем столбик без накида. И в следующую также вяжем 4 столбика с накидом. Пико из 3 воздушных петель, 1, 2, 3. Еще 4 столбика с накидом в эту же арку. Второй лепесток готов. Столбик без накида в следующую арку. И в следующую снова вяжем лепесток. Все, так вяжем по рисунку. И встречаемся в конце ряда. Провязали последний лепесточек, делаем столбик без накида в следующую арку, вот 2 петли на крючке, вставляем сразу в 3-ю воздушную петлю подъема у крючок, вершину начального столбика с накидом, подхватили нить и протягиваем через все петли. Вот так. Все, делаем закрепку.
Нитку отрезаем. Сейчас спрячем кончик. Наш цветок готов. Я решила, что буду делать все цветочки по этой схеме. Сейчас еще раз прикреплю ее на экране. Можете сделать скрин. Большие цветочки будут вот такими, а маленькие, наверное, сделаю вот такой формы. Но сейчас еще подумаю. Схему маленького цветочка также оставлю на экране сейчас. Все, давайте провяжем эти цветочки самостоятельно. Свяжем в нужном количестве, кому как больше нравится. Мой совет: перед тем, как пришивать цветы, наволочку постирать, отутюжить, чтобы она дала усадку. Потому что когда мы пришьем цветы и она сядет, будет не очень-то приятно.
Ну вот мы закончили украшать наволочку. Все наши элементы, детали пришиты. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. Все аккуратненько. Сейчас я вставлю подушечку. Вот такая красивая наволочка у нас с вами получилась. Как я и обещала, сейчас в конце видео я прикреплю несколько схем маленьких салфеточек. Можете выбрать на свое усмотрение, какие вам больше понравятся, и связать другие цветочки. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!